Привет! Добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Начнем с этого момента. Переводчики перевели слова Чимина так: «Почувствуй, как мне холодно». Но на самом деле Чимин сказал Чонгуку: «Обними меня один раз». Давайте признаем, что Чимин мог сделать это 1000 способами, но выбрал осуществить показ, просто обняв Чонгука. Похоже на знаменитую фразу Чонгука «Позволь мне обнять тебя один раз». Чонгук, который позволяет Чимину гладить его, так сонно развалившись на диванчике. На фуникулере Чимими сказал, что побаивается, когда кабинка начинает в движении высоко раскачиваться. Чонгук сказал: «Ты всего боящийся испуганный кот». И Чимин ответил: «Ну зато такие коты вообще живут дольше». Прежде чем продолжить, хочу напомнить, что у меня есть канал в Telegram. Название и ссылка в описании. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь. Там уютно и комфортно. Чонгук, который позволяет Чимину кормить себя как малыша с этой своей челкой и с уже снеком в руке. Поговорим о том, как Чонгук и Чимин не могут контролировать свои вайбы бойфрендов на этом шоу. Чонгук гораздо легче осваивает сноубординг, чем Чимин, но он не пытается выглядеть лучше или что-то в этом роде, и я действительно восхищаюсь этим в нем с Чимином. Обычно парни автоматически хвастаются и ведут себя высокомерно, но мне нравится, что Чонгук не такой с Чимином, потому что он знает, как это его ранит. Он видит, как сильно Чимин старается, и он медленно обретает необходимую ему уверенность. Чонгук даже пытается помочь Чимину научиться этому, и он дает ему необходимое терпение. Я заметила это у них обоих во время этого шоу. У них мало терпения, когда дело касается некоторых других участников, и они довольно легко раздражаются, но друг с другом они никогда не бывают такими. Они уделяют друг другу нужное количество внимания и заботы, и у них невероятное терпение друг к другу. Это действительно что-то, и показывает, насколько хорошо они интуитивно связаны через их прекрасную связь близнецового пламени. Это безусловная любовь, и мне очень нравится наблюдать ее в такой сырой форме, как сейчас, вместе с ними. Подождите. Голова Чимина была на бедре или на коленях Чонгука?
Чимин опережает глупые слова соседей о зло Чонгуке, который якобы обижает и бьет бедного Чимина по-настоящему, поэтому говорит это. Может показаться, что ты бьешь меня, но на самом деле ты едва касаешься. Спасибо, Чимин, что еще раз подтвердил, что это еще один способ флирта. 음악 보면 생각해보면 받지도 않았어. Одинаковые привычки. Давно мы не видели ревнивого Чонгука. И вот он пришел. Чонгук ругается, потому что Чимин не позвал его. Чимин сказал: «Я только что вспомнил, что ходил с тобой». Чонгук спросил: «Мы учились вместе?» Чимин ответил: «Подожди, это был не ты, прости. Я ходил с твоими друзьями». Помогите, это поведение женатой пары, а Чимин также тусовался с друзьями Чонгук. Один, без Чонгука? Это просто доказывает, насколько они близки. А теперь поговорим об этом моменте еще больше. Вигукеры пытались выставить Чимина лжецом. Но на самом деле Чимин не лжет о том, что собирается кататься на сноуборде с Чонгуком. Знаете, иногда я действительно беспокоюсь о навыках чтения и аудирования вигукеров, потому что вы все не такие глупые. Как вы можете ясно видеть, Чимин ошибся, и понятно, почему он это сделал. Он впервые поехал кататься на сноуборде с друзьями Чонгука, и учитывая, что Чимин и Чонгук всегда были вместе, делая много всего вместе и с друзьями, вполне логично, что Чимин подумал, что Чонгук там. У Чимина нет ни одной лживой кости в теле, так что, пожалуйста, не проецируйте меня, ладно? Но что на самом деле гложет вигукеров? Это тот факт, что теперь они знают, что не только Чонгук был рядом с друзьями Чимина несколько раз, но и Чимин был рядом с друзьями Чонгука. Это разрушило твой маленький бредовый пузырь радости? Ни я, ни мой кумир Чимин не хотим того, что есть у вигукеров. Я уверена, Чимин не хочет, чтобы Чонгук бросил его одного на горнолыжном курорте. И я определенно не хотела бы услышать от Чимина или Чонгука, что другой оставил их совсем одних на горнолыжном курорте и решил вернуться домой с друзьями. Это вещи, которые вы празднуете и искренне верите, что они подтверждают вашу дружбу. Но для меня это развенчивает вашу дружбу на 100% и еще раз показывает, что приоритетом Тэхёна всегда будет его дружба с Вуга, а не Чонгук, которого вы считаете его парнем. Он решил последовать за друзьями домой и оставил своего парня совсем одного на горнолыжном курорте. За день до своего зачисления он был со всеми своими друзьями, Вуга с ним физически, и связался с Чонгуком только через звонок по FaceTime, вероятно. Чтобы показать ему свою бритую голову, он решил не идти на день рождения Чонгука, но постарается не пропустить день рождения Ушика. Он провел бы весь отпуск, путешествуя со своим отрядом Вуга, и даже не потрудился увидеть своего якобы парня. И этот список можно продолжать, так что нет. Я действительно не хочу того, что есть у вигукеров. Заметьте, как когда Чимин сказал: «Я пошел с твоими друзьями», Чонгук не выглядел удивленным или спросил, какими друзьями. Мы видим, как Чимин идет в ванную, чтобы принять душ. Затем мы видим, как Чонгук просыпается, берет что-то поесть. Затем мы слышим, как Чимин кричит из ванной: «Давай поторопимся, вымоемся». А затем Чонгук идет принимать душ, в то время как Чимин все еще находится в ванной.
Плачу из-за того, что Чимину так понравились креветки, и осталась одна, на что Чонгук сказал, что он может ее съесть. Но Чимин был непреклонен. Чонгук попробовал ту же вкуснятину, что и он. Они так мило смотрят друг на друга. Связь Чимина и Чонгука очень сильная. Они действительно заботятся друг о друге. Не имеет значения, кто старше или младше. Судя по всему, в последнем эпизоде Саппоро Чимин с Чонгуком будут смотреть серии как минимум с Америки. Как Чонгук каждый раз ждет, что Чимин скажет о его внешнем виде.